Ну что ж, разрешение получено, ружье у меня. А как это было, смотрите дальше в ролике. Для вашего удобства мы разместили тайм-коды внизу, так что переключайтесь на нужный вам фрагмент. И поздравляю прекрасные 13% нашей аудитории с 8 марта. Девчонки, поздравляю с праздником. Я себе вот выбрала подарок на 8 марта. Мы покажем весь процесс выбора оружия. Наши подписчики просили показать такие системы, как двуствольные ружья, полуавтомат и такие бренды, как Fair, Browning, Benelli и At Arms. Всем привет! Я в оружейном магазине. Сегодня мы разберем, как выбрать правильный сейф в 3 шага. Как не переплатить за ненужные функции, что вообще говорит закон, что нужно для жизни. Так что поехали. Первый шаг – законное хранение оружия. Перед тем, как выбрать сейф, вы должны понимать, что вообще говорит закон. Первое – оружейный сейф должен быть металлическим. То есть толщина стенок должна быть не менее 3 мм. Второе – он обязательно должен быть закреплен либо к полу, либо к стене. Третье – должна быть сигнализация. Если вы живете в городе, если вы живете в селе, сигнализация не обязательно. Четвертое – оружие можно хранить только дома, в местах проживания. То есть не на даче, не в гараже, а именно дома. И хранить ружье в шкафу тоже не получится. То есть тут должно быть все по правилам. Проверка условий хранения. Если к вам придет проверка, что важно знать? Сейф должен быть закрыт, и ключи не должны лежать на видном месте. И к сейфу доступ должен быть только у вас, то есть там у ваших членов семьи не должно быть доступа к сейфу. Теперь самое интересное, как же выбрать оружейный сейф? Вам нужно понимать, какое у вас будет оружие. Первое, если у вас двухстволка, ее можно легко разложить, разобрать, и тогда вы можете взять сейф поменьше. Если у вас полуавтомат, тогда разложить ее уже будет сложнее. Вам нужен сейф побольше. В среднем полуавтомат по длине 130 сантиметров, вот как вариант. Третье – нарезное оружие. Если вы планируете покупать нарезное оружие, то у вас, скорее всего, будет оптика. Соответственно, вам нужен запас глубины от 30 до 35 сантиметров, чтобы нарезное оружие вместе с прицелом не занимало все место внутри. Если вы планируете хранить патроны дома, то вам необходимо взять сейф с полками. Если больше 500 патронов для гладкоствольного оружия и более 100 патронов для нарезного на один вид оружия, то вам необходим отдельный вид сейфа. То есть там с теми же требованиями, что у основного сейфа для основного оружия. Четвертое – замок. То есть бывает 2 типа замка. Это классический ключ и электронный. То есть вот на примере. Электронный, он проще, но батарейки нужно менять. А у классического нужно постоянно ходить со связкой ключей. Навесные замки по закону запрещены. Пятое – фиксаторы для оружия. В сейфе должны быть фиксаторы для оружия, чтобы оно не царапалось и не падало. Итак, мы разобрали все аспекты, как я обещала, в 3 шага. Давайте подведем выводы. Первое, сейф должен быть металлическим. Второе, сейф нужно обязательно крепить либо к стене, либо к полу. Третье, нужна сигнализация, если вы живете в городе. Четвертое, сейф нужно выбирать под ваши задачи, то есть под высоту и под глубину необходимую. Фиксаторы и полки – это удобно. Вот как вариант сейф с кодовым замком. Большой сейф. Здесь есть накладные карманы на дверь. И внутри можете посмотреть, как все устроено. Итак, я рассматриваю 2 варианта, поменьше, побольше, с кодовым замком. Оба сейфа. Мне в целом подходит этот, но если я вдруг захочу полуавтомат, то сейф мне нужен подлиннее. Так что возьмем мы этот повыше, и запас будет. Ну вот мы дома привезли сейф. Его осталось только прикрутить. По закону мы должны прикрутить его либо к стене, либо к полу. Сейчас прикрутим его на 2 болта и посмотрим на его устойчивость.
Мы прикрепили сейф к полу, но, как вы видите, сейф шатается. Соответственно, это может быть истрактовано сотрудниками как непрочное крепление к полу или к стене. То есть нам еще нужно будет его прикрепить к стене. Ну все, теперь сейф закреплен прочно. Самое время получать разрешение. Согласно закону, на сейф должна быть установлена сигнализация. И так как она у нас уже есть, мы просто докупили датчик размыкания к сигнализации и сейчас его установим. Все. Все готово. Что, нужно быть охотницей? Нет, пока нет. Ну, для начала давайте начнем с более простых ружей, скажем, для использования, эксплуатации. Это будет Блоквинд 20-го калибра фирмы ATA Arms. В данном случае мы сейчас будем рассматривать ружье 20×76, причем с коробкой лайтовой, то есть авиационный алюминий, и в исполнении дерева Фонекс. Так, повскидываем, сейчас посмотрим баланс. Угу. Прошу. Ух ты, ничего себе, какое оно тяжелое. Ну, все познается в сравнении, конечно. Все, это получается 20-й калибр, но 12-я колодка, да? Да. ATA собирает на колодке. То есть у него практически геометрия приклада, геометрия замка и цевья полностью от 12-го калибра. Все понятно. Ну, в принципе, нормально. Не, механика у него, да, механика у него хорошая, надо резче захлопнуть. Все. Да. Предохранитель механический. Можем ставить, можем не ставить. Избиратель верхний, нижний, верхний на предохранителе. Ну и один спусковой крючок. Это 71-й ствол, да? 71-й, да. Ну, отлично же на фазана, да? Да, попробуйте повскидывать, посмотреть по эргономике, по балансу. Нагрузка на левую руку. Она тяжелая. Левая рука ощущает, да? Да, прям Вот. ощущает. Значит, центр тяжести чуть-чуть смещен вперед. О, нет. Что-то еще посмотрим. Да, давайте взвесим ее ради интереса, Да. потому что я привык смотреть на технические характеристики в паспорте. Вот живьем, признаюсь, первый раз буду ее взвешивать. Так, все, вот можешь заснять. Так, Я не смогу. 2,82, 2,79. Ну, где-то 2,8 оно весит. Ну, в принципе, не так уж и много, да? но это лайтовая коробка, а в стали она будет ощутимо тяжелее. Так, стоит оно, получается, День она стоит 548 548. тысяч тенге. Ну, да. течок, 5 чоков, да, 71. 5 чоков, да, картонная коробочка. И по факту ключ для чоков. Все, больше там ничего в комплекте нет. Понятно. Так, предлагаю перейти на другую сторону и посмотреть на Браунинг в 20-м калибре. Все. Либо давай его в руки возьму. Так, это у нас Браунинг, да? Да, это B725 Hunter. Коробка сделана из стали. 710 ствол, 710 мм, 5 дульных сужений. Орех, один спусковой крючок. Механический предохранитель и тоже селектор на переключение стволов на самом предохранителе. Приятно. Сталь такая красивая. Эта модель идет в футлярчике, У него свой футляр, да? да, как и большинство браунингов. Ну, поприятнее. И дерево прям чувствуется. Вот Браунинг будет отличаться тем, что у него, как и у Беретты, как и у Бинелли, как и у Файра, коробка и приклад соразмерно, масштабно уменьшены под калибры. То есть в данном случае 12-й явно будет больше, шире по колодке и по прикладу, чем 20-й. Красивое ружье. Оно элегантное. Пистолетная рукоятка здесь очень заужена в соответствии с 20-м, поэтому более комфортен хват руками. И садится оно легко. А как нагрузка на левую руку? Полегче. Сможем взвесить, да? Да, пожалуйста, давайте взвесим. Я не думаю, что оно сильно легче будет, но из-за правильного баланса оно ощущается легче.
То есть нагрузка на левую руку уменьшается, вот сюда, и комфортнее ее держать. Так. 2,78, 2,8. Ну, также весит, Так же, да. 2,78. То есть вес у них с Аташкой одинаковый, но за счет правильного разнесения центра массы, центра силы у него нагрузка на левую руку уменьшается. И, соответственно, при вскидывании нам кажется, что мы больше нагружаем правую, левая не устает, и вес не чувствуется. Да, да, Поэтому и ощущения Так и такие. есть, потому что там прям левая рука у меня прям устала. Да. У него весь вес, не вес, вернее, а баланс будет распределяться по оси замка, вот в этой части. Я бы еще заметил низкопосаженную колодку со своей стороны. Да. То есть, Ну давайте посмотрим. отличается низкопосаженной колодкой он от той же аты. Давай так сначала сверху. А вон с ценника прям можно читать. Что это Блайзер, спортивная версия, 12 калибр, 76 ствол. 5 миллионов 674 тысячи. Такие ружья бывают, да? Так, а это у нас Бинелли 828 Урбина в калибре 20. Длина стволов здесь, правда, 760 миллиметров. Высокая карбоновая планка, ближе к спортивной. 5 дульных сужений, идет она в кейсе. Хорошего качества орех. И система гашения отдачи, вот эта вот система комфорт, она переработанная, новая система. Здесь у него 3 каскада таких вот силиконовых ресничек, которые при движении назад, при отдаче гасят. Это, знаете, наподобие чего? Если взять 2 зубные щетки и лохмушками вставить друг друга. Вот гашение отдачи как раз и осуществляется за счет сжатия вот этих волокон. Уникальное ружье, то есть, когда в 2015 году создали 828-ю, весь мир просто порвали в клочья, потому что ее создали на базе полуавтомата. Это единственное в широком пользовании оружие, двухстволка, у которого можно менять угол приклада по отношению к коробке, как у любого полуавтомата. Угол приклада? Да, Ничего вот себе. здесь. У него в наборе идут манжетки, у которых можно менять в плюса и в минуса, плюс еще левша-правша. Механический предохранитель, то же самое селектор. И самое интересное, взвод этого ружья происходит не за счет перелома. Мы сейчас переломим, но хруста не услышите. Взвод происходит за счет движения флажка замка. Только мы его повернули, он уже взвел 2 ударника. Вот, а теперь открываем. Ой, И как беззвучно открылось. приятно. Потому что они уже взвелись. Ой, какая она красивая. Ну, это надо напрячься. Ну, вот это движение. Наши клиенты некоторые, глядя на черное оформление 828, сравнивают ее с Моникой Белуччи. Почему-то. Это, конечно, красивое ружье. И у 20-го же вообще маленькая отдача. И еще и есть тыльник, да? Да. Который, оно вообще, наверное, легко бьет, да? Да, я забыл сказать, что у него в комплекте есть еще ключ, которым можно снимать спусковой механизм. То есть спусковой механизм у него можно отделять при каждой чистке ружья. И это нормальное явление. Но имеется доступ к механизму спускового крючка, оси спускового крючка и так далее. Ну, то есть она дольше прослужит. Да, обслуживание всего УСМ. Вот это движение тоже приятно. Вот здесь вот так сделано все. Шлифовка, полировка, подгонка деталей. Здесь немножко другая. Красиво. Бинелли есть Бинелли, да? Оно тоже идет в футляре. Футляр у них обновленный, такой прямоугольной формы. Внутри либо стилизован под мешковину, либо стилизован под шотландскую клетку прям. Как будто там с кого-то сняли килт и обшили этот чехол изнутри. Но она не полностью входит, она все равно разобранная входит в кейс, да? Да, Все равно в любом случае. однозначно разобранная. И особенность, если обратите внимание, у них нет антаба в комплекте. Потому что они носят на территории угодий в Легкая, да? переломленном состоянии, прикладом назад, стволом вперед. А выходя уже на номер, собирают, заряжают и по готовности начинают движение.
Ну, вообще, наверное, на 20-й редко кто вешает ремешок. Оно уже, по сути, легкое. Если проходить в день по 15-20 километров, тяжеловато ходить в руках, конечно. Поэтому желательно повесить плечевой погон. А так, в принципе... Жалко, что освещение не передает то, что глаз реально видит. Так, давайте взвесим. Примерно так же. 2,86, То есть, 2,81. в принципе, вес ружей 20-го калибра колеблется в одних и тех же пределах. Разница в балансе оружия очень сильно, которая влияет вот именно на характеристики уже выстрела непосредственно. Это полуавтомат фирмы Винчестер. Оружие больше спортивное, с емкостью магазина 9+1. Наружные чоки. Это вот оружие как раз таки единственное сейчас, согласно установок последних, значит, распоряжений, затворной группы мы не устанавливаем на оружие, которое находится в магазине. Здесь, значит, оружие, с которым поставил мировой рекорд спортсмен Раньера Теста. Это самая скоростная стрельба. Это понятно, что ружье он кастомизировал под себя, но по большому счету именно на этом оружии подгонка, полировка, шлифовка деталей была такова, что оно позволяло стрелять быстрее всех расстреливать. И он это доказал. Механизм газоотводный, кстати говоря, если кто-то думает, что газоотвод больше тупит, чем инерционка. Нет, они работают одинаково. Дело в подгонке, в изготовлении ружья и в мастерстве мастера. Тавтология такая вот вообще красота. А вот это почему так? Гайка для разбора. То есть мы отделяем гайку, потом снимаем трубу. Труба – это крепеж цевья. Потом снимаем цевье, а под ним уже весь механизм. То есть вот это кожух, это не магазин, это кожух магазина, а внутри него. Вот это да. Своеобразная такая штука. Так не делают же? Ну, на этом ружье сделали. Видимо, посчитали нужным. Они же его рассчитывали именно под скоростную стрельбу, под баланс какой-то определенный. Да, красивая. Ну, скорость, да? Самое главное. На кого с ним охотиться? На зайца? Ну, при такой зарядке боеприпасов вообще сложно будет его вскидывать постоянно. Да. Баланс впереди постоянно. Представьте, каждый патрон весит 50 грамм, а тут их 500 грамм сразу спереди. Считайте, что бутылку пепсиковой примотали скотчем спереди. Ну, сложновато. Ну, мы видели, что в гусиных охотах это... Да, это садочное ружье. То есть мы сидим напролет, тогда вес не сильно играет роль, хотя нагружается левая рука. Но ходить с ним, ну, не ходовая охота. На зайца точно нет. На Нет, гусей, сложно. наверное, да, в скоротке, да? Сложно. Да, красота. Ну, я его даже скидывать не буду. Ну, оно легче сейчас грамм на 400 из-за отсутствия затвора. Затвора, да. Ну, все, показали. Я его не хочу. Так, нас подписчики просили рассказать про Ata Arms, конкретно про Вензу и Neo X, про новое ружье. Ну, вкратце. Венза – оружие газоотводное. Будем считать, что оно пришло на смену, не совсем это так, они идут параллельно по производству, но тем не менее на смену модели CY. Чем оно будет отличаться от модели CY? Во-первых, здесь емкость магазина уменьшена на 1 патрон, то есть их 3, 4 в канале ствола, 3+1. Но по отношению к CY магазин выполнен из металла, а не из сплава, это раз. Поршень у него один, то есть при выстреле обычным патроном 32-34 грамма мы применяли на CY поршень стандартный с горверной шайбой. При усиленных патронах полумагнум поршень облегченный для выброса излишков газов. Здесь этого делать не надо. То есть здесь вся система, она рассчитана на самостоятельное перераспределение газа и энергии. Радиальные отверстия в торце гайки просверлены. При стрельбе обычным патроном газ уходит на поршень, поршень толкает, соответственно, толкатель, затворная группа перезаряжает, цикл перезарядки производит. Если боеприпас повышенной мощности, закрывается клапан,
ствол движется на 2 мм назад. За это время сбрасывается излишек давления через отверстие радиальное. И только после этого, когда выравнивается давление, начинается перезарядка механизма. Вот в этом отличие. Все остальное, ствольная коробка, приклад, цевье, оно эргономически оно перестроено, переконструировано. Вот цевье и приклад в дальнейшем перешли на спортивное оружие Neo X. Теперь давайте посмотрим на инерционный механизм классическое Neo 12. Ну, в какой-то степени это копия Бинелли Рафаэлло. То есть здесь 4 патрона в магазине, 5 в канале ствола, инерционная перезарядка. Фактически, ну, особо тут сказать даже нечего, просто инерционный механизм, знакомый всем до боли. На таких ружьях, как Бинелли, Франки, Нео. Ну и, соответственно, следующая модель Neo X, более интересная в плане спортивной практической стрельбы, а также для охотников, для быстрого вскидывания и что облегчает нахождение цели, подгонки антропометрической под себя. Итак, Neo X. Чем же оно отличается, чем же оно хорошо по отношению к предыдущей модели Neo? Во-первых, изменена эргономика приклада и цевья. Здесь магазин на 4 патрона с возможностью удлинения магазина до 9 патронов. В отличие от базовой Neo, на которой это невозможно было сделать. Следующее. Так как это оружие в основном приспособлено для практической стрельбы, скажем, связано больше со спортом, то на ствольной коробке сверху расточенное отверстие, базы мы завезли, винтики мы под них завезли, соответственно, можно установить шину вивера, планку вивера, на которой можно устанавливать любые оптические приборы, в том числе, в первую очередь, конечно, коллиматоры. Далее, расширено окно для заряжания. Теперь очень удобно заряжать в спортивном стиле по 2, там, по 4 патрона, как они обычно это делают. Расширены кнопки, на которые удобно нажимать в перчатках. Расширено окно для выброса гильз. Увеличено подъем планки, увеличено. Здесь высокая планка. И самое главное, высокая планка со второй мушкой для доцеливания. То есть со второй мушкой нам удобнее будет выравнивать правильно линию доцеливания. А также в комплекте у нее идут выносные чоки. То есть из 5 чоков чаще всего приходят 2 выносных, как правило, это получок и цилиндр. 3 внутренних. Соответственно, ключ для регулировки чоков. Удлинители магазина 2, 4, 5, 7 и 9 патронов. Но это приобретается отдельно, если человеку это необходимо. Теперь и у Neo, и у Neo X есть одна особенность. У них можно удлинить либо укоротить приклады на 5 мм. То есть вот здесь есть проставочка и у Neo 5-миллиметровая. И в комплекте еще такая же с 2 саморезами. То есть для человека по антропометрии, который подгоняет под себя, значит, согласно своей антропометрии, если длинные руки, можно нарастить на 5 мм. Таких, как, скажем, я, невысоких, с небольшими руками, можно уменьшить на 5. Ну и во всех ружьях обязательно есть 4 манжеты для изменения угла приклада. Выше, ниже, левее, правее. Вот такие вот особенности. И у нас это ружье с 61-м стволом, как просили подписчики, с коротким стволом. То есть на охоте из-под собаки будет довольно-таки удобно. Да, они пришли у нас, на данный момент не могу сказать наличие по всему видовому, да, то есть по всей линейке это камуфляж и блэк, но в основной массе они были со стволами 610, 660, 710 и 760 миллиметров. Угу. Так, еще по просьбе подписчиков просили рассказать про ружья с короткими стволами. Ну, расскажем коротенько о том, потому что это очень специфическое оружие. Например, вот в нашем магазине это представлено фирмой АТА, а также фирмой Бинелли. Но так как мы сейчас находимся в этой половине магазина, покажу на примере АТы. 3 вида помповиков. Этра, 11 Этра
10 и ядра 9. Конкретно вот это ядра 11 отличается тем, что у него телескопический приклад съемный, планка Пикатини, но при этом есть еще прицельное устройство, магазин на 7 боеприпасов, на цевье есть прилив, можно установить тактический фонарь, стробоскоп и так далее. Соответственно, дульное сужение. Есть оно также в исполнении классическом. Длинный ствол у них 510 мм. Классический винтовочный приклад. Прилива здесь нет, ну, так как это, грубо говоря, ну, прототип Ремингтона в какой-то степени. 870-го. Теперь из полуавтоматов. Есть у нас два полуавтомата с инерционным механизмом и один с газоотводным механизмом. Инерционки на 4 боеприпаса, газоотводка вот тоже у нас для больше практической стрельбы. И на первоначальном этапе спортсмены именно ею пользуются, потому что она стоит дешевле, чем то же самое, скажем, в исполнении береты и бинели. И набить руку, потренироваться можно первоначально с ней. Соответственно, магазин на 7 патронов, газоотводный механизм, планка Пикатини, мушка, дульное сужение, прилив под фонарь. Пистолетная рукоятка, ну так модель называется Pistol Grip. Для охоты можно, конечно, это применять, но оружие все-таки специфическое. То есть, если это какой-то ближний бой, собака, ну, наверное, все-таки больше в классическом исполнении, так как его удобнее вскидывать, оно меньше будет застревать под мышкой из-за особенностей пистолетной рукоятки. Я вижу, у полуавтомата есть целик и мушка. Да. То есть, насколько реально стрелять ей пулей? Реально. Ребята-командантники брали, пробовали. То есть при стрельбе пулей можно до 100 метров даже выставить достаточно точно, но под свой определенный тип пули. То есть, если пристреляться, можно охотиться на кабана пулей? Можно и даже нужно. Вот из специфического оружия, о котором мы только что говорили. Две модели М3 и М4. Отличаются тем, что у М3 есть переключатель помпа и полуавтомат. Он может работать в двух режимах. Перещелкивается вот этим вот рычажком. Да. Работается как помпа и как полуавтомат. Но режим инерционный. И легендарная модель М4. Здесь вот с винтовочным ложем, которая единственная прошла все испытания и была принята в корпусе морской пехоты США как окопная метла, грубо говоря, как ее называли во Великой Отечественной войне, такие модели. Вот, магазин на 7 патронов. Патроны, соответственно, 12 на 76 магнум, выдерживает огромные колоссальные нагрузки. Газоотводная система имеет два рукава подачи, то есть два газовых поршня, две газовые камеры, вот, два толкателя. Очень крепкая машина, которая, ну, легендарная и заслужена. Так что, ребят, кому интересно, именно крепкое оружие, передать внукам, пожалуйста. Итак, я понял, выбор сейчас у нас остановился, да, на ружьях фирмы Fire. Это итальянская фирма, фабрика армии Исидоро Рицини, основанная в 1971 году. Ружья крепкие, надежные, буквально эксплуатируются и продаются где-то уже с 20-летней давности, поэтому отзывы в основном процентов на 99 положительные. Угу. Теперь вопрос будет заключаться у нас в выборе калибра. Правильно я понял? 12 да, нам нужно понять 12, 20, ну да. А 28 и горизонталку мы просто для примера покажем. Либо, да, блок, либо вертикалка. Тогда мы вот здесь вот положили на обозрение оружие в основном в облегченном варианте для ходовой охоты. Поэтому вертикалка у нас 20-12 калибра будет класса X-Light. Это значит, что у нее ствольная коробка выполнена из авиационного алюминия с остальной арматурой. Теперь надо будет нам повскидывать, поприкладываться к оружию и понять, что из него лежит более комфортно. Тяжелая. Приятная, но тяжелая. То есть, ну и дроби здесь же больше. Здесь 32 грамма дроби, да? Ну, скажем так, если это охота на коротке
с максимально легким оружием, то тогда все-таки, наверное, 20-й калибр. То есть количество дроби в 12-м и количество дроби в 20-м на короткой дистанции не будет играть большую роль. Будет играть роль несколько другое. Прикладистость, то есть попадание с первого выстрела в цель. Попадание с первого выстрела. А можно вас попросить на другую витрину, пожалуйста? Да. Теперь давайте попробуем 20-й калибр. Ой, оно маленькое, то есть здесь прям можно увидеть, Да, что фирма Fire, как и Беретта, как и Бинелли, соразмерно уменьшает габариты. Соответственно, размеры колодки, размеры приклада, размеры цевья автоматически уменьшаются. Поэтому оно становится компактней, изящней, легче, и баланс у него немножко другой. Так, ложе здесь, как оно отличается? Английское ложе, не английское? То есть здесь оно немножко другое, да? Да, это пистолетная рукоятка. Английское ложе, когда от спускового механизма и до приклада у нас нет ни пистолетных, ни полупистолетных рукояток. Так, это 20-й калибр, 71-й ствол, да? Да. Ну, он мне нравится. Я сейчас принесу пафос в 20-м калибре с английским ложем. Приятная вот форма какая вот. Классическое английское ложе. Коробка стальная, вес сразу чувствуется другой. Фуф, да, здесь совершенно по-другому. Но мне больше вот это нравится. Пистолетная рукоятка, Точнее, то вот есть именно пистолетная упор рукоятка. особенно для мизинца и безымянного пальца, да, нужен? Ой, мамочки. Нет, это точно нет. Это, наверное, Хорошо. на любителя, да? Да. Но это особенности людей. Вот у меня, например, рука заточена именно под английское ложе. У вас наоборот. Так, хорошо. Мы уже выяснили, что 20-й калибр Легче, легче. прикладистее, то есть она Прикладистее. узенькая, но Кроме элегантная. этого, несмотря на 20-й калибр, мы еще выбрали 20-й калибр, пока остановились, скажем так, на 20-м калибре именно в облегченном ложе. Да. Так, давайте попробуем горизонтально спаренные стволы с остальной коробкой, колодкой. Вот здесь вот приятно, оно узенькое, прям приятно так лежит. Мяса, правда, нет, как-то браться неудобно. Ну, это конструкция, особенность конструктивная всех оружий с горизонтально спаренными стволами. А интересно, какая отдача? То есть вот отличие вот, там, вот именно вот горизонтального и вертикального, какая отдача? Отдача у них примерно одинаковая. Разница, может, в процентах как-то исчисляется, но чисто человечески по меркам замерить это сложновато будет. Тяжело. Я даже не буду. До конца вправо. Нет, до конца вправо. До конца вправо. И переламываем. Здесь замки находятся в стволах. Согласно требованиям о безопасности, поэтому более плотно. До конца и вниз. Все отлично переключается, красивое. Могу еще предложить ружье для ходовой охоты в 28-м калибре с остальной колодкой. Но оно, конечно, в любом случае весит меньше, чем 20-й. Да. Оно прям значительно меньше. А для чего вообще берут 28-й? Это же редкий калибр, да? В Советском Союзе и С 28-м в охотились. дореволюционной России, значит, 28-й калибр был оружием профессионала, оружием промысловика. Меньшим количеством пороха, меньшим количеством дроби поразить животное. То есть расход комплектующих. Но при этом пули из 28-го били и копытных животных. То есть это такое универсальное оружие было. Грубо говоря, оно восполняло нехватку нарезного на коротке. Ну, надо же. Да. Ну, плюс еще и для ходовой охоты по той же самой тайге оно легкое, маленькое, компактное. Но его редко берут. Да, в большей степени из-за того, что боеприпасы делаются в меньшей степени, чем 12-й и 20-й. Вот, когда у нас в большом ассортименте была представлена одна турецкая фирма, 28-й калибр был в любых дробях и пулях. Очень много уходило такого
оружие, с такими боеприпасами. Люди с удовольствием стреляли. Отдача легкая, звук тихий. Количество боеприпасов в разы больше, чем в 12-м. Но стрелять надо значительно точнее. Научиться правильно делать, как, кстати, на 20-м калибре. Выносы. 12-й несколько прощает за счет количества дроби. 20-ка и 12-й все-таки более такие, ну, как скальпель, более хирургически точный инструмент. Все, тогда это мы просто показали, ну, точно Да, нет. не зашло. Точно нет, да. Так, мне понравилась вот 20-ка, да? Да, 20-й калибр, вертикалка и с облеченной колодкой. То есть лайтовая. Мы можем его взвесить, да, тоже? Да, пожалуйста. Сможем? Конечно. Так, все правильно, да? Да. Так. Так, оно весит 2,70, 2,73, 2,79. Ну, 2,77. Неплохо, да? Все, это X-Lite. Вот здесь вот как сделано красиво. То есть оно пойдет и на зайца, и на фазана, и на голубя, да? И на перепела. Однозначно. А какая примерно дистанция должна быть? Вот, к примеру, на зайца. Тут будет все зависеть от Максимальная, наверное, самого да? боеприпаса и от номера дроби. Но, в принципе, ружейный бой тот же самый. Ружейный бой тот же самый. Дистанция пристрелки 35 метров, как у любого гладкоствольного оружия, это однозначно. Сведение стволов у них именно на эту дистанцию идет, так же, как у 12-го. Единственное, что меньшее количество дроби расходуется, скорости более высокие на боеприпасах, резкость боя выше. Ну и, соответственно, отдача, звук и отдача не утомляет. Антапки здесь идут, да? А тапки в комплекте у него. В комплекте просто коробка, да? Нет, Чоки. у этого ружья в комплекте идут антапки, 5 дульных сужений, ключ для дульных сужений и футляр. Синий футлярчик. Ага, в еще разобранном футляр виде, идет, да? Все отлично. Ну, все. Я думаю, выбор очевиден, да? Да, мы остановимся на итальянском ружье, потому что первое ружье, все-таки Бинелли мне нравится, но бюджет в 2,8 миллиона для начинающего охотника, я считаю, что пока неуместен. Поэтому выбор очевиден за итальянским ружьем, и это 20-й калибр. Поздравляю, это хороший выбор. Спасибо. Я думаю, логическое завершение, да? Сегодня второй день выбора оружия, и я остановила свой выбор именно на этом ружье. Первое, во-первых, потому что оно весит 2 килограмма 450 грамм, а вчера все, что мы смотрели, это было 2,77, 2,78. Оно очень легкое. И второе, оно более прикладистое. Так что выбор я остановила именно на нем. Yok da